На одном из отрезков автомагистрали Б-11, пересекающей живописные леса Южной Баварии, водители столкнулись с по-настоящему необычным происшествием. Участок дороги был практически парализован из-за странного поведения маленькой птицы — стрижа. Он не просто метался над трассой, а целенаправленно пикировал к автомобилям, словно пытался что-то остановить или привлечь внимание. Местная полиция получила десятки звонков от обеспокоенных водителей. На вызов отправили офицера Лену Бауэр, опытного сотрудника дорожной службы. Девушка ожидала увидеть обычную птицу, попавшую в стрессовую ситуацию, но все оказалось куда сложнее. Когда Лена подошла ближе, она увидела крохотного стрижа с взъерошенными перьями, сидящего прямо на разметке между полосами. Но вместо того, чтобы испугаться и улететь, птица прыгнула прямо ей на руку. Это было настолько неожиданно, что Лена замерла. Тогда она заметила нечто странное. На лапке птицы висел небольшой металлический шнурок с подвеской, крошечным кулоном с голубым камнем. Камень блестел на солнце, отражая лучи, будто подавал сигналы. Лена решила не торопиться. С помощью дальнобойщика Томаса, оказавшегося неподалеку, удалось временно организовать объезд. Освободив дорогу, Лена вызвала специалиста по дикой природе, доктора Маркуса Берга. Он был одним из самых уважаемых орнитологов региона и имел многолетний опыт работы с редкими видами. Доктор Берг прибыл через час. Осмотрев птицу, он сразу понял, что ситуация нестандартная. Шнурок на лапке не был частью кольца для учета. Это оказался особый вид кулона, который туристы используют как метку маршрута в случае чрезвычайной ситуации. Но самым удивительным было то, что на обратной стороне кулона были выгравированы инициалы и координаты. Они ввели координаты в навигатор. Это место находилось в десятках километров от трассы, вглуби Шварцвальдского массива, среди малодоступных склонов и ущелий. Более того, имя на кулоне совпадало с именем туриста, пропавшего неделю назад, молодого мужчины по имени Алекс Хартман, о котором сообщали в местные СМИ. Он ушел в одиночный поход и с тех пор не выходил на связь. «Думаете, это случайность?» — тихо спросила Лена, глядя на доктора Берга. «В природе редко бывают случайности», — ответил тот. «Особенно, когда речь идет о стрижах. Эти птицы невероятно ориентированы в пространстве. Так было принято неожиданное решение — последовать за птицей, которая, судя по всему, пыталась кого-то привести. Путь в лес оказался не из легких. Несмотря на то, что была середина мая, местность была сырой, тропы затоплены, а навигация работала с перебоями. Однако стриж не сбивался с курса. Он взмывал в небо, делал круг и опускался на ветку, дожидаясь людей. Казалось, он осознает, что его сопровождают, и что от него зависит чья-то жизнь. Каждый пройденный километр подтверждал — это не совпадение. Они находили следы, раздавленные листья, обрывки упаковок, даже брошенные предметы. В одном месте Лена нашла сломанный треккинговый шест, а чуть дальше — повязку с засохшей кровью. С каждым часом стриж становился все более беспокойным. Он начал издавать протяжные крики, носиться над головами и, казалось, торопить их. Местность становилась все опаснее. Обрывы, непроходимые заросли, болотистые участки. Без проводника они бы давно свернули назад. Но птица снова и снова показывала путь. Когда уже начало смеркаться, стриж резко сорвался с ветки, на которой сидел, и улетел в сторону густых зарослей. Следуя за ним, они наткнулись на узкую расселину между валунами. Протиснувшись внутрь, Лена и доктор Берг оказались в небольшой пещере, скрытой среди корней старых елей. Именно там, в глубине сырой холодной пещеры, среди клубов пара от влажной земли и затхлого воздуха, они увидели фигуру, сливающуюся с каменной стеной. Алекс лежал, почти сливаясь с серым фоном.
Его тело было измождено, кожа бледная, покрытая ссадинами и пылью. Он не сразу отреагировал на свет фонаря. Веки дрогнули, но не открылись полностью. Губы потрескались, дыхание было еле слышно. Лена бросилась к нему, почувствовав, как в горле поднимается ком. Алекс был на грани. Его левая нога была зажата под камнем, он, должно быть, несколько дней не ел, а может, и не пил. Тело дрожало от слабости и холода. Казалось, еще немного, и они бы опоздали. В этот момент Стриж сорвался с плеча Лены и опустился рядом с Алексом. Он несколько раз тихо пискнул, наклонился к мужчине и, как ни странно, коснулся его щеки клювом. И только тогда Алекс медленно открыл глаза. Его взгляд был мутным, но, заметив знакомые очертания птицы, он попытался выдавить из себя звук, что-то между хрипом и плачем. Его пересохшие губы дрожали. «Ты вернулся», — прошептал он так тихо, что слова почти затерялись в гулком эхе пещеры. Слезы скатились по его щекам. Не от боли, не от страха, от облегчения. Он действительно верил, что птица приведет кого-то. И дождался. Лена и доктор Берг, забыв обо всем, начали оказывать первую помощь, но внутри каждого уже кипело осознание. Они нашли его буквально в последний момент. Еще несколько часов, и финал этой истории был бы совсем другим. Позже, когда Алекса доставили в клинику, и он начал поправляться, он рассказал удивительную историю. Стриж появился на третий день его похода. Сначала Алекс считал его случайным спутником, но со временем заметил, что птица следует за ним, не улетая. Когда он сорвался с обрыва и повредил ногу, надежда почти исчезла. Тогда он привязал к лапке птицы свой аварийный кулон, который носил как амулет, и отпустил его, моля, чтобы кто-то заметил. И люди заметили. История Алекса и Стрижа облетела не только всю Баварию, но и стала предметом обсуждения в экологических и туристических сообществах. Птица, которая буквально спасла человеку жизнь, стала символом того, что связь между природой и людьми не утеряна. Лена получила благодарность от местных властей, а доктор Берг — приглашение выступить с лекцией в университете в Мюнхене. Но главное — это внимание, которое теперь уделяется диким птицам в регионе. Люди стали оставлять для них корм, устанавливать домики, а при встрече не прогонять, а наблюдать с уважением. А сам Стриж, он вернулся в лес. Несколько раз его видели в окрестностях, но больше он не приближался к людям. Он выполнил свою миссию. Маленький герой с большими крыльями. И по сей день в Баварии рассказывают легенду о Стриже-спасителе, который доказал, что даже самая крохотная жизнь способна изменить чью-то судьбу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.